Добрый день, меня зовут Михаил Павловец, и сегодня у нас последняя, завершающая мини-лекция цикла «Может ли быть стихотворение без?». На этот раз мы можем попробовать обойтись без того, без чего, кажется, уж чего-чего, а стихотворение точно не может обойтись, а именно зададимся вопросом, может ли быть стихотворение без слов. Вот песня без слов может быть, да, потому что в песне помимо слов есть мелодия. Картина прекрасно обходится без слов, потому что картина заменяет слова изображением. А можно ли себе представить поэзию, в котором нет слов? Что же в ней тогда остается? Но тем не менее, как выясняется, таких стихотворений довольно много. И у самых разных, самых неожиданных поэтов. Ну, можно попробовать, конечно, начать с «Бубы обе пелись губы», но это я просто его вам показал по инерции. На самом деле оно не имеет отношения к нашей теме, потому что «Бубы обе» — это все-таки слова. Да? Просто это заумные слова, слова, не существующие в русском языке. А слова «пелись и губы» есть. Поэтому попробуем найти что-то более оригинальное, более радикальное на этом пути. Ну, вспомним, да, что, в принципе, есть картины без изображений. Когда-то они вызывали скандал, шум, но потом привыкли и уже вполне считаем такие картины по-своему интересными, заслуживающими созерцания. Ну, например, еще в XVII веке Гисбрехтс, голландский художник, попробовал нарисовать не саму картину, а ту же самую картину с обратной стороны. Ну, получилось почти отсутствие картины. Хотя все-таки маленькая бирочка, приклеенная с той стороны, хотя фактура незагрунтованного холста — это все-таки интересная задача для художника — нарисовать это, а не просто поместить в рамку. Да? Это можно воспринять как шутку, можно воспринять как интересную художественную задачу. Есть другая шутка, тоже очень известная. Это шутка не художника, не композитора, а юмориста, французского сатирика Альфонса Алле, «Битва негров в пещере глубокой ночью». Понятно, что это шутка, это попытка сделать изображение в условиях отсутствия изображения. Если ты ничего не видишь, ты видишь все-таки. А что ты видишь? Ты видишь ничто. Ничто с точки зрения это ночь, темная кромешная ночь. Значит, нарисовать черную кромешную ночь может человек, лишенный живописного дарования, нарисовать черный прямоугольник. Конечно, черный прямоугольник важно отличать от очень серьезного произведения, сильного, глубокого, до сих пор вызывающего споры, недоумения, несогласия, восхищения. Это, конечно, черный супрематический квадрат Казимира Малевича, но вот помните, мы говорили, что стихотворение без рифмы, без размера может возникнуть только на фоне рифмованного, ритмизированного стихотворения, строгой поэзии. Да? Так и черный квадрат мог возникнуть только на фоне глубокой, давней живописной традиции. Художники, экспериментаторы, рисуя картины, пытаются разрушить какие-то их элементы, деформировать какие-то элементы, от чего-то отказаться от жанра, отказаться от привычных красок, от перспективы, от фигуративности, то есть от того, чтобы изображать конкретные предметы. И вот идя этим путем, художник упрощает, и в конце концов приходит к некоторой точке, к некоторому нулю, да, то есть к произведению искусства, который оказывается на границе между искусством уже и неискусством. Буквально еще один шаг ты делаешь, и ты сваливаешься в пространство за пределами художественного, за пределами эстетического. Вот таким нулем в живописи, конечно, является черный квадрат Малевича. Он же помимо черного квадрата нарисовал немало разных геометрических фигур. Это видно даже по фотографии выставки, на котором черный квадрат Малевича был экспонирован. И не случайно он помещен в красный угол, остальные картины словно бы слетаются к нему, да, словно бы устремляются к этому углу, показывая саму эволюцию форм, сведение к все более и более простым вещам. Что он нарисовал? Он нарисовал отсутствие картины, отсутствие вещи, отсутствие предмета, отсутствие изображения. Но он сохранил три важных элемента, благодаря которых мы все-таки можем говорить, что это картина. Он сохранил рамку, вот эту белую полосу, которая показывает нам, где, собственно, сама картина, она внутри этой рамки. Он сохранил название, черный супрематический
квадрат Казимира Малевича. Уберите название, и не всякий догадается, что мы имеем дело с живописной картиной. И он сохранил презентацию ее как картину, выставил ее. Черный квадрат, приколоченный к забору, уже может и не быть узнанным как картина. Да? Чтобы он воспринимался как картина, он должен находиться в пространстве, которое нам говорит: внимание, вы имеете дело с живописью, вы имеете дело с картиной, с авторским высказыванием. Ну и самое главное, может быть, мы привыкли, что на картинах рисуется что-то внешнее, да? Пейзаж, портрет, натюрморт. Черный квадрат Малевича — это попытка нарисовать мысль, нарисовать идею, а именно идею нуля, идею разрушения искусства, краха привычных традиционных форм искусства, когда искусство, последовательно разрушаясь, приходит логически к некому тупику, к некому финалу, за которым то ли вообще ничего нету, то ли, может быть, открываются какие-то новые перспективы, какое-то другое искусство, супрематическое искусство по ту сторону нуля. Вот о чем рассказывает черный квадрат Малевича. Такой же черный квадрат Малевича есть и в музыке. Если вы знаете, что такое 4:33 композитора Джона Кейджа, да, 4 минуты 33 секунды молчания, тишины, не исполнения музыки на музыкальном инструменте. Такой же черный квадрат есть и в поэзии. Добрый день! Вы смотрите одну из лекций «Лектория Сигнум». Наши лекции организуют волонтеры. Даже лекторы выступают на благотворительных началах. Наша цель — сделать академическое и научное знание открытым и доступным для всех вне зависимости от географии, возраста и социальной роли. За 3 года мы провели 300 мероприятий, спикерами которых стали порядка 150 ученых и исследователей из самых разных областей знания. Даже небольшое пожертвование поможет нам продолжать работать. Все ссылки вы найдете в описании. Если вы не можете поддержать наш проект пожертвованием, поддержите эту лекцию лайком и комментарием. Это позволит увидеть ее большему числу людей. Мы верим, что только общими силами мы достигнем цели. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Приятного просмотра. Поэзия не сразу к нему пришла. Собственно, путь к такому черному квадрату, ну, например, проложил Пушкин «Наше все». Вы помните, наверное, что в его поэме, вернее, в его романе, который сначала писался как поэма Евгений Онегин, некоторые строфы, онегинские строфы, отсутствуют. Да? И иногда эти строфы заменены точками, отточениями, эквивалентами слов. Да? То есть тем самым нам показывают, что вот здесь, на этом месте, должна быть строфа. Но если в обычной онегинской строфе 14 строчек, то в 13 и 14 строфах первой главы Евгения Онегина вообще непонятно, сколько строчек. То ли эти отточия показывают нам, что мы имеем дело с всего 3 стихами, 3 строчками, то ли эти 3 ряда строчек просто показывают, здесь должны быть строфы, но они почему-то отсутствуют. Почему? Можем только гадать. Может быть, цензура вмешалась, да, и в журнальных замыслах стеснила балагура, как говорит Пушкин. Может быть, Пушкин сам выбросил эти стихи, потому что они ему не понравились. Ну, такое бывает. Да? А может быть, еще проще, их нету, никогда не было. А вот эти вот пустые строфы, отсутствующие строфы нужны для того, чтобы переключиться с одной темы на другую, чтобы дать читателю немножко отдохнуть. Потому что читать роман в стихах — это все-таки трудная задача. Стихи требуют куда большего напряжения от читателя, чем проза. Хотя как будто бы в стихах даже слов меньше. Вот. Ну или другой пример, такой поэт-символист Александр Добролюбов. У него есть книга «Натуранс, натура натуранс, натура натурата». Да, и вот в цикле из концерта «Divus et Miserimus» есть 2 интересных опуса, которые состоят из названия, это даже не эпиграф, а такого музыкального обозначения, как их нужно исполнять, заимствованного из музыки. Ну, например, «Allegro con moto» и всего одной пустой строчки, состоящей из отточий. То есть это, видимо, музыкальное произведение, которое невозможно словами передать, которое по ту сторону слов находится. Можем только догадываться, как оно звучит, что оно из себя представляет. Но в общем контексте книги, то есть где-то слова есть, а где-то нет. Помолчим, послушаем внутреннюю музыку, звучащую в нас. Так что, как видите, и в поэзии такое бывает, не только внутри
романа в стихах, но и внутри цикла среди стихотворений можно увидеть стихотворения, которые имеют только заголовок, только вот то, что называется рамочный текст. Да? Ведь любой художественный текст состоит из основного текста и рамочного текста. Основной текст — это, собственно, то, что мы читаем, а рамочный текст — это служебный текст. Это имя автора, название, жанр, примечание, послесловие иногда, дату. Да? Так вот, чем получается интересен такой текст, нулевой текст или пустотный текст? В нем рамочный текст есть, а вот основной текст может присутствовать в двух видах. Первый вид — это вид пустотный. Когда вместо основного текста пустота или вот то, что ее заменяет, этот текст, вот эти вот самые отточия. Тогда мы такой текст называем пустотным, потому что пустота здесь все-таки важна. Она занимает какое-то место, потому что пустота, она тоже занимает место. Да? Отсутствие текста — это тоже может потребовать некоторого пространства, которое нам говорит: смотри, вот здесь может быть текст. А есть текст нулевой. Нулевой — это когда не только текста нету, но и места для того, чтобы он где-то был, тоже отсутствует. Но чтобы текст все-таки получился, да, для этого нужно рамочный текст, который нам говорит: рамка. Да, у черного квадрата рамка — это рамка картинная, живописная. У словесного текста рамка состоит из слов. Вот таким непустотным уже нулевым текстом является знаменитая поэма конца поэта-эго-футуриста Василиска Гнедова. У Василиска Гнедова есть книга, называется «Смерть искусству». Она состоит из 15 поэм. Это, правда, странная очень поэма. Они все однострочные. Некоторые имеют название, некоторые нет. Каждая новая поэма, каждая следующая поэма меньше предыдущей. Ну, например, 13-я поэма состоит вообще только из одного слова сокращения «издеват». Точка. Ну, видимо, издевательски. Поэма 14 вообще состоит из одной буквы «ю». А 15-я поэма расположена на отдельном листе, на том же самом листе, где всякая информация техническая, например, эмблема типографии расположена, и состоит только из названия. То есть это такое одно название, что поэма. Поэма конца в скобочках 15. Точка. Все. Некоторые думают, что эта поэма состоит из чистого листа бумаги. Это не так. Лист бумаги не входит в состав этой поэмы. Она размещена на листе бумаги, но это, во-первых, лист бумаги не чистый, на нем эмблема издательства. Во-вторых, совсем не важно размер листа, качество этого листа. Поэму конца она занимает одну строчку, это строчка названия. Она состоит из одного названия. Это нулевая поэма, нулевой текст, именно потому что текст не только отсутствует, но и не предполагается. Для него места нет. Вот, понятно, что это такой казус, что это такой, кажется, как будто исключительный момент, но Василиск Гнедов, так же, как и Казимир Малевич, пытался понять, а как долго можно идти путем сокращения, ограничения, деформации, деструкции художественной формы. Есть ли нуль поэзии? Можно ли прийти к какому-то пределу и попытаться за него заглянуть? Да, например, Василиск Гнедов хотел после поэмы конца полностью прекратить творчество, но потом все-таки к нему вернулся и написал другое стихотворение «Белое на белом». Как бы попытался начать творчество заново после того, как пришел к концу, да, к смерти искусству. Его товарищ по эго-футуризму Иван Игнатьев дал другой пример слова о поэзии без слов. Это поэзия, которая заменяется описанием, что бы там должно было быть. Называется лазоревый логарифм и представляет из себя рамочку, опять рамочку, да? И в этой рамочке написано: ввиду технической импотенции опус Ивана Игнатьева «Лазоревый логарифм» не может быть выполнен типа литографским способом. Да? То есть, может быть, в будущем, когда появятся новые средства выражения, может быть, даже доживи Иван Игнатьев до наших дней и узнав возможности компьютера, может быть, лазоревый логарифм он бы нам все-таки показал. Но, увы, во времена Ивана Игнатьева в 2014 году не было способов напечатать лазоревый логарифм или хоть как-то его исполнить. Поэтому он заменяет его опять рамочным текстом, опять описанием того, как он себе его представляет. Представляет себе именно вот так вот. Вот. Или еще очень интересно, была такая группировка ничевоков, поэты, которые считали, что вообще нечего писать, что само по себе творчество отвлекает только поэтов от жизни творчества, от работы над преображением самой жизни. И ничевоки провозгласили главный лозунг: ничего не пишите, ничего не читайте, ничего не говорите, ничего не печатайте. То есть они считали, что писать — это скорее
проклятие, да, это дань нужде, дань вдохновению, которое мучает поэта. Но в идеале каждый поэт должен прийти к тому, чтобы отказаться от творчества. Собственно, поэтому они назывались ничегоки, поэтому Маяковский издевался над ними, говоря «группа три трупа». Ну вы скажете, ну хорошо, ну сколько может быть таких стихотворений без слов? На самом деле огромное количество. Вдруг выясняется, что можно множество придумать разных вариантов, как можно написать поэзию, в которых нет слов. Ну вот, например, был такой поэт Геннадий Айги, совершенно замечательный чувашский и русскоязычный поэт, писал на двух языках и много переводил, тоже занимался авангардом. У него есть замечательное стихотворение, которое состоит всего из одного названия, но длинного названия. Название такое: стихотворение, название «Белая бабочка, перелетающая через сжатое поле». И сразу дата, 1982. Типичный пример нулевого текста. Заголовок есть, самого текста нету. Или вернее так, самим основным текстом служит его заголовок. Но посмотрите, как много здесь интересного в этом названии. Во-первых, стихотворение «Бабочка», она похожа внешне на бабочку, если вы посмотрите на это стихотворение. Да, то есть такое визуальное стихотворение. Во-вторых, действительно получается, что поле, на котором должно быть расположено стихотворение, белое поле листа, оно сжато. И из-за того, что оно сжато, из-за того, что его нету, да, оно как бы сплющено, стихотворение «Бабочка» как бы перелетает через это поле. То есть появляется очень интересная, тонкая поэтическая мысль, очень-очень неоднозначная. То есть то ли это реальная бабочка, перелетающая через сжатое поле, поле, на котором хлеб сжали, то ли это стихотворение «Бабочка», напоминающее бабочку, которая перелетает через сжатое поле листа бумаги. Вот, например, так можно. Или был такой поэт Игорь Холин, который написал очень загадочное стихотворение. Он использовал для названия этого стихотворения 3 звездочки, 3 астериска, а само стихотворение состоит из 4 пустых строчек, да, строчек из заточий. Но получается, как называется это стихотворение? Троезвездие говорит о том, что оно называется по первой строчке, а первая строчка, собственно, состоит из заточий. Вот как хотите это стихотворение, так и называйте. Получается, что когда мы встречаемся с этим стихотворением, мы не столько его читаем, сколько думаем о том, как же оно называется и что же означают тогда в стихотворении отсутствие названия. Как может быть стихотворение без названия? Может. Но у него хотя бы автор есть, Игорь Холин. У него хотя бы есть презентация, то, что это в книжке его напечатано. Вот. Ну или пример стихотворения современного поэта Ивана Ахметьева. Оно тоже состоит из 3 звездочек и пустого поля, и авторского комментария в скобочках. Да? То есть тоже рамочного текста. Забыл записать. То есть у поэта было стихотворение, оно существовало у него в голове, но он забыл его записать и, видимо, забыл вообще как таковое. То есть стихотворение есть, но его нету. Оно осталось где-то там в памяти. Может быть, оно однажды возникнет, всплывет из памяти, но пока оно существует только в виде сообщения о том, что оно было, названия у него нету, слов у него нету, оно существует где-то там, где слепые ласточки слов обитают, где-то там в глубине авторского подсознательного. Вот и так можно тоже порассуждать о том, что такое поэзия. Ну и, наверное, последнее, о чем я хотел рассказать. Иногда вот эта пустота бывает очень-очень содержательная. Вот Генрих Сабгир, я уже упоминал это имя, написал 2 сонета. Один называется «Новогодний сонет», а второй называется «Сонет-комментарий». Так вот, новогодний сонет, а сонет, вы помните, наверное, это стихотворение, состоящее из 14 строчек, особым образом зарифмованное, а у Генриха Сабгира это абсолютно белый сонет, то есть это сонет, состоящий из 14 пустых строчек. В некоторых книжках он состоит из 14 отточий, в некоторых состоит из просто пустоты листа. Но второй сонет, комментарий, он служит рамкой, да, служит таким рамочным текстом к первому, потому что он поясняет, что имеется в виду под этой белизной. Все то, что написывает, все белого цвета, поэтому и не видно на пространстве листа. На первой строчке пусто и бело, вторая — чей-то след, поросший стертый, на третьей — то, что было и прошло, и зимний чистый воздух на 4-й. Зимний чистый воздух прозрачный, так же, как прозрачна 4-я строчка этого стихотворения. Такая игра поэта, такой эскиз, белое на белом, да? Изящный, по-своему трогательный, но, как видите, отсутствие слов в первом стихотворении или в первом из 2 сонетов не мешает состояться самому важному, не мешает состояться событию в поэзии. Да? Таким образом,
мы видим, что искусство поэзии, хотя и Иосиф Бродский писал, потому что искусство поэзии требует слов, оно не всегда требует слов. Иногда искусство поэзии требует просто вдохновения, просто умения обращаться с различными художественными средствами, выбирать те, которые для тебя нужны. Иногда поэт отбрасывает рифмы, иногда отбрасывает стихотворный размер. Он может отбросить знаки препинания, он может отбросить даже привычный смысл и писать какими-то своими заумными собственными словами. А иногда он может отбросить и сами слова. Но если есть вдохновение, если есть мысль, чувство живое, и если мы имеем дело с настоящим поэтом, то даже в этом случае поэзия все равно останется. В конце концов, ведь самое главное в этой не только сам поэт, но еще и читатель, который готов попытаться понять поэта, услышать даже его слова, даже тогда, когда самих слов не слышно. Да? И вот поэзия всегда будет рождаться вот в точке встречи автора и его читателя, поэта и того, кто любит поэзию и готов быть к ней внимательным. Чего, собственно, я вам и желаю, заканчивая этот небольшой мини-цикл. Может ли быть поэзия без? Может.